Мы привыкли видеть их идеальными, влюбленные взгляды, искренние улыбки и химия, от которой бегут мурашки. Но что, если я скажу вам, что за кадром этих дорам скрывались не признание в любви, а ледяное молчание и настоящая ненависть? Сегодня мы сорвем маски самых популярных корейских актеров, которые терпеть не могут друг друга в реальной жизни. Кто из них отказывался даже прикасаться к партнеру, а чья ссора навсегда разрушила карьеру? Пристегнитесь, это будет громко. Пак Хэ Джин и Ким Го Ын. В дораме «Сыр в мышеловке» зрителей шокировало внезапное исчезновение Пак Хэ Джина из сюжета во второй половине сериала. Акцент сместился на второстепенных героев, а многие сцены с участием главного актера были просто вырезаны при монтаже. Сам артист позже признался, что не понимает причин такого решения, так как добросовестно отработал все свои кадры. За кадром же активно обсуждали холодную войну между Пак Хэ Джином и Ким Го Ын. Поклонники замечали отсутствие химии и неловкость в их совместных сценах. Масло в огонь подлил тот факт, что актер проигнорировал совместную поездку группы на отдых. Слухи о личной неприязни и несовместимости характеров стали основной версией произошедшего. Хотя официального признания конфликта не последовало, фанаты разделились на противоборствующие лагеря. Инсайдеры утверждали, что из-за взаимных претензий работа на площадке стала невыносимой. Теперь этот дуэт считается одним из самых несовместимых в индустрии, и вряд ли мы когда-нибудь снова увидим их в одной дораме. Рю Хва Йон. Рю Хва Йон закрепила за собой репутацию одной из самых неоднозначных фигур в корейской индустрии. Все началось с ее участия в группе Тара, когда она обвинила коллег в жестоком обращении, выставив себя жертвой. Однако спустя годы выяснилось, что многие ее истории, включая знаменитую травму ноги в 2012 году, были тщательно спланированной инсценировкой для привлечения внимания и получения отдыха за счет других участниц. Свидетели тех событий утверждали, что Хва Йон симулировала боль и надевала гипс только при виде камер, в то время как ее коллеги изнывали от изнурительных тренировок. Вместо репетиций она могла спокойно отправиться в салон красоты, а за закрытыми дверями вела себя агрессивно. В сеть даже попали фрагменты ее переписок, где она открыто угрожала другим девушкам физической расправой, что окончательно разрушило ее образ невинной пострадавшей. Последствия этих интриг оказались катастрофическими. Из-за манипуляций Рю Хва Йон популярная группа оказалась на грани распада, а карьеры остальных участниц были практически разрушены хейтом. Сегодня ее имя часто упоминается в списках артистов, с которыми никто не хочет иметь дела. Эта история служит напоминанием о том, что закулисные игры могут уничтожить не только репутацию одного человека, но и судьбы целого коллектива. Гоу Хе Сон и Ан Дже Хёна. История Гоу Хе Сон и Ан Дже Хёна начиналась как сказочный роман, вспыхнувший на съемочной площадке в 2015 году. Всего через год влюбленные поженились, и фанаты считали их самой красивой и крепкой парой в индустрии. Однако в 2019 году этот идеальный фасад рухнул, когда актриса внезапно объявила о разводе, выставив мужа виноватым в крахе их семьи и обвинив его в предательстве. Публичный скандал принял пугающие масштабы, когда Гоу Хе Сон начала выкладывать в интернет личные переписки, пытаясь манипулировать мнением аудитории. Она утверждала, что отчаянно борется за сохранение брака ради больной матери, но журналистские расследования вскрыли обратное. Оказалось, что именно она была инициатором слухов и часто искажала факты, чтобы разрушить репутацию мужа, в то время как Ан Дже Хён страдал от глубокой депрессии. В итоге эта война на уничтожение не принесла победы никому. Из-за бесконечных обвинений и лжи карьера Ан Дже Хёна была заморожена на несколько лет, а сама Гоу Хе Сон потеряла доверие публики и практически перестала сниматься. Сегодня бывшие супруги избегают любых встреч, а их история стала для всего шоу-бизнеса примером того, как слепая ненависть может превратить некогда любимых людей в заклятых врагов. Ли Тхэ Им и Ким Е Вон. Конфликт между Ли Тхэ Им и Ким Е Вон стал одним из самых обсуждаемых инцидентов, произошедших прямо во время съемочного процесса. Все началось с обычного вопроса о самочувствии, но ситуация мгновенно переросла в безобразную перепалку. Причиной послужило то, что одна из девушек перешла на неформальный стиль общения, который в корейской культуре допустим только между близкими друзьями или при обращении к младшим.
Такое поведение было воспринято как прямое оскорбление и высокомерие. Ссора быстро вышла за пределы площадки, так как видеозапись конфликта просочилась в сеть. На кадрах было видно, как невинный диалог превращается в поток взаимных претензий и грубостей. Несмотря на то, что представители артисток пытались оправдать случившееся стрессом и бессонницей, общественное мнение было беспощадно. Публика обрушилась с критикой на обеих участниц, обвиняя их в непрофессионализме и отсутствии элементарного воспитания. Последствия этой стычки оказались фатальными для карьеры актрис. Ли Тхэйм из-за шквала негатива была вынуждена оставить все текущие проекты и спустя 2 года окончательно ушла из индустрии. Ким Е Вон, хотя и продолжила сниматься, до сих пор борется с последствиями того скандала, признаваясь в интервью, что испытывает панический страх снова оговориться или быть неправильно понятой. Сегодня они обе делают все возможное, чтобы их пути никогда больше не пересеклись. Ким Джон Хёна и Сахён. На съемках драмы под названием «Время» Ким Джон Хён вел себя настолько вызывающе, что это шокировало всю съемочную группу. Несмотря на то, что по сюжету между главными героями должны были кипеть чувства, актер наотрез отказывался даже смотреть в глаза своей партнерши Сахён. Он демонстративно игнорировал любые романтические сцены, из-за чего сценаристам пришлось в срочном порядке переписывать сюжет, вырезав из него целых 13 важных эпизодов с проявлением нежности. За кулисами ситуация выглядела еще более оскорбительно. Очевидцы рассказывали, что после одной из сцен, где актеру пришлось случайно коснуться руки Сахён, он сразу же вытер ладонь антисептической салфеткой, чем довел девушку до слез. На всех официальных мероприятиях он буквально отпрыгивал от нее, демонстрируя полное пренебрежение. Сахён, будучи профессионалом, пыталась сохранять лицо, но позже призналась, что этот проект стал для нее настоящим эмоциональным испытанием. Правда всплыла спустя несколько лет, оказалось, что за поведением актера стояла его тогдашняя девушка Сае Джи. Именно она запрещала ему любые контакты с женщинами на площадке и требовала быть максимально жестким с коллегами. И хотя позже оба артиста принесли официальные извинения за этот беспорядок, имидж Ким Джон Хёна был сильно подорван. Теперь он – последний человек, с которым Сахён согласилась бы снова выйти на одну съемочную площадку. Ли Мин Хо и Сюзи. В прошлом они по праву считались одной из самых красивых и влиятельных пар в корейской индустрии. Новость о романе Ли Мин Хо и Сюзи в 2015 году буквально взорвала социальные сети. Поговаривали, что актер долго добивался расположения девушки, и ей пришлось несколько раз ответить отказом, прежде чем она согласилась на свидание. Их тайные встречи в Лондоне, запечатленные папарацци, разбили миллионы сердец, но для большинства фанатов они были воплощением идеального союза. Однако сказка продлилась всего 3 года. В 2017 году представители агентств официально подтвердили их расставание, сославшись на банальную причину – слишком плотные рабочие графики. Несмотря на отсутствие громких публичных обвинений, в кулуарах шептались, что разрыв был далеко не таким гладким, как пытались показать официальные источники. Последовавшее за этим полное прекращение всякого общения между артистами лишь подогрело слухи о том, что между ними осталась недосказанность. Сегодня оба актера находятся на пике своей карьеры, Сюзи называют первой любовью нации, а Ли Мин Хо остается самым востребованным актером за пределами Кореи. И хотя поклонники все еще мечтают увидеть их в одном совместном проекте, сами артисты явно не стремятся к воссоединению даже на экране. Бывшие возлюбленные старательно избегают встреч на общих мероприятиях, предпочитая оставить свою историю любви в далеком прошлом. Ю Аин и Сон Джун Ки. В мире шоу-бизнеса редко встретишь такую преданную дружбу, какая была у Ю Аина и Сон Хе Гё. Они поддерживали друг друга на протяжении многих лет, начиная с 2014 года. Когда же актриса начала встречаться с Сон Джун Ки, Ю Аин стал для них третьим лишним в самом добром смысле слова. Он сопровождал пару на свиданиях, чтобы отвлечь внимание папарацци и защитить влюбленных от лишних слухов. Поскольку Ю Аин и Сон Джун Ки тоже были давно знакомы по совместным съемкам, казалось, что эта троица – самый сплоченный союз в индустрии. Однако все изменилось после того, как «Сказка десятилетия» закончилась скандальным разводом.
В этот момент Ю Аину пришлось сделать непростой выбор, и, вопреки ожиданиям мужской солидарности, он открыто встал на сторону своей давней подруги Сон Хе Гё. Актер продолжал публично поддерживать ее в самый тяжелый период, когда на нее обрушилась волна критики, и остался рядом, когда от нее отвернулись многие другие. Такая принципиальная позиция поставила крест на его отношениях с Сон Джун Ки. Бывшие друзья полностью прекратили общение, и былая теплота между ними сменилась ледяным игнором. Теперь эти двое известных актеров – лишь случайные прохожие, которые никогда больше не пожмут друг другу руки.